Ребят, всем привет! Приветствую, особенно приветствую моих подписчиков. Спасибо вам за то, что подписываетесь. Вы делаете очень большое дело, придаете стимул нашей работе. Мы будем стараться изо всех сил делать для вас классные видео, рассказывать вам и показывать все, что вас интересует. В общем, ребятки, сегодня поговорим, знаете, на какую тему? Как быстро научиться варить электросваркой. Это можно сделать довольно быстро, тем более сейчас такие аппараты, ребят, которые очень сильно облегчают жизнь сварщика. Они сейчас доступны, стоят невеликих денег, в них там сейчас есть такие функции, как форсаж дуги, горячий старт. Это все очень помогает, особенно начинающим сварщикам, ребят. И угадайте, с чего мы будем начинать наше обучение, с чего? Какой аппарат, какие электроды? Не угадали, ребят. Мы будем начинать, знаете, с чего? С одежды сварщика. Самое первое дело, когда вы хотите учиться варить, у вас должна быть соответствующая одежда. Ни в коем случае никакой синтетики. Все должно быть из чистого хлопка. И желательно ткань должна быть, ребят, плотная, чтобы она не прогорала. Потому что когда искра залетает под одежду, начинает жечь тело, это такое ощущение не очень из приятных. И особенно очень важный момент, ребята, брюки должны быть поверх обуви, чтобы в обувь не залетала искра. Потому что когда залетает искра в ботинок, Витек не даст соврать, да, Витек? Это такое веселое очень занятие, особенно когда такая небольшая искорка залетает. У меня я 31 год, ребят, работаю сварным, у меня все ноги в крапинку, все пожженные. Хоть как там не закрываю, все равно залетают. Но когда залетит небольшая, это еще полбеды. А бывает вот такая вот капля залетает в ботинок. И начинаются танцы, там до брейк-данса доходит, ребят. В общем, смотрите, сегодня мы будем учиться электродам. И один важный момент, ребят. Я сейчас не пытаюсь научить вас с нуля быть профессиональным сварным. Я сейчас веду речь о той ситуации, когда человек покупает инверторный аппарат для дома. Для дачи, там что-нибудь, забор какой-нибудь сварить, понимаете, какая история? Когда вы хотите научиться варить профессионально, то есть зарабатывать этим на жизнь, это совсем другая история. Тут быстро не научишься. А для домашних целей это спокойно и без проблем все делается. Давайте, ребята, я сейчас поближе к вам подойду и мы продолжим. Смотрите, чтобы учиться варить, берем металл потолще, минимум десяточку. Видите, это на любом строительном рынке можно купить вот такой кусочек металла. В домашних условиях, конечно, у вас вряд ли такие металлы будут. Там в основном профиля такие тоненькие будут, там заборы, там мангалик сварить, там максимум четверка. Но чтобы учиться, металл должен быть толстый. Вот десяточки пластину взяли, обязательно ее зачистили вот до блеска. Лепесточек поставили в болгарочку, зачистили. И берем электродик. Электроды, ребят, берите с рутиловым покрытием, потому что я много раз наблюдал на строительных рынках ситуацию, когда подходит человек, вот сидит, мужик продает электроды, да, у него всякие разные. И человек подходит, говорит, посоветуйте мне какие-нибудь хорошие электроды для дома. И он ему дает пачку LB52, говорит, вот это самые лучшие электроды. И он как бы не врет, что они самые лучшие. Они и правда самые лучшие электроды LB52. Но они, ребят, с основным покрытием, они совсем для других целей. Они предназначены для профессиональной сварки, и они варятся без отрыва, то есть учиться ими это плохая идея. Вам нужны электроды с рутиловым покрытием. Вот очень хороший вариант ESAP AK46, самый распространенный электрод. Им учиться одно удовольствие, он хорошо горит, редко очень прилипает. Что мы делаем? Берем пластиночку, десяточку, да, и варим просто по ней. То есть зажгли электрод и варим один шов, рядом ложим другой, третий. И так варим, пока мы не заварим всю эту пластину. Понимаете? Это может показаться нудным и долгим, но вы должны набить руку, чтобы вы уверенно себя чувствовали, чтобы у вас электрод горел, чтобы у вас рука не тряслась, электрод должен стоять ровно, не дрожать, не трястись. Вот, варим на короткой дуге. Что такое короткая дуга? Бывает короткая дуга, бывает длинная, ребят, дуга. Короткая дуга – это когда электрод максимально близко к металлу. Я, бывает, даже варю, ребят, вот так электрод ложу на металл и веду прям по металлу. Вот это называется сварка на короткой дуге. Когда длинная дуга, это значит электрод где-то можно до сантиметра от металла отрывать. Вот это называется длинная дуга. Вам это не надо, вам надо короткая дуга. Как можно ближе к металлу,
Ну, ложить не надо, ложить это будете, когда уже научитесь хорошо варить. Прям близко, там миллиметр, максимум 2 от металла держим электрод и ведем. Электрод держим вот в таком положении, чуть под наклоном, под 45 градусов. Здесь зажгли и вот так вот его ведем. С какой скоростью вести, это вы сами должны, как бы, ребят, почувствовать. Потому что будете быстро вести, у вас будут пропуски, будет непроплавление. Будете сильно медленно вести, у вас сильно большой валик будет получаться. Надо как бы среднюю, золотую середину найти. И зажгли и ведем. Вот так, медленно, не спеша ведем электрод. Один шовчик проварили, шлак отбили. Варим рядом следующий. Давайте мы сейчас несколько шовчиков поварим. Все, ребят, мы варим. Смотрите, как это все происходит. Ничего сложного здесь нет. Вот, ребят, смотрите, вот один шов заварили, шлачок оббили. Вот примерно вот так у вас должно получаться. С первого раза у вас так, конечно, не получится, но к этому надо стремиться. И следующий шов, ребят, следующий шов ложим прямо рядом. Сплавляемся с этим швом, да? Вот здесь зажгли и прям в него вплавляемся. Рядышком ложим шовчик. И вот так вот погнали всю эту пластину. Давайте еще пару-тройку шовчиков положим, посмотрим. Шлак оббиваем, варим дальше. Примерно вот так у вас должно получаться в итоге. Видите как? Вот шовчик один к одному, один к одному. Вот когда вы добьетесь вот такого результата, дальше уже можно переходить к следующему этапу. Следующий этап — это у нас сварка двух пластин вместе. Дальше, ребят, берем две пластины. Вот так вот их кладем. Делаем небольшой зазорчик, небольшой, чтобы вам было видно, где варить. И свариваем их вместе. Обязательно место сварки зачищаем болгарочкой. Пробежались быстренько, почистили и варим. Ребят, я вам забыл сказать о свойствах электрода. Он имеет такое очень свойство, такое неприятное, прилипать. Вот вы пытаетесь электрод зажечь, да, особенно когда он новый. Когда он новый, ребят, зажигаем электрод, не надо им стучать. Надо его зажигать как спичку. Вот так чиркнули, допустим, если вам надо варить отсюда начинать, вот так чиркнули по металлу, он зажегся и варим, да? Если отсюда начинать, вот здесь прям чиркнули, он зажигается и варим. Когда он уже начатый электрод, да? Вот сейчас я найду вам электродик, ребят. Вот он уже у нас начатый электрод. Вы шов доварили, остановились, у вас пол-электрода осталось. Он, видите, немножечко обмазочка у него заходит сверху металла. Вот так ее. Конечно, это все в перчатках, если он горячий. Обмазочку раз, отломали
И опять пробуем зажигать. Вот так. Чиркнули об металл, он загорелся. Но бывает, он прилипает. Когда электрод прилип, ничего страшного. Я вот 30 лет работаю сварным, у меня он тоже прилипает. Это вполне нормальное явление. Вот прилип электрод, да, не надо его тянуть на себя. Надо вот такими движениями, влево-вправо. Качнули его, и он отрывается моментально. Прилип опять влево-вправо. Пару раз качнули, он отломался. И еще один момент, ребят. Если вы варите там ответственную какую-нибудь металлоконструкцию дома, ну, к примеру, забор хотите сделать красивым, да, чтобы там никаких соплей на нем не было. Берете такую просто железку, которую вам не жалко, да, и можно зажигать электрод на ней. То есть взяли новый электрод, зажгли, и вы, когда будете варить уже долго, вы обратите внимание на одну особенность. Когда электрод холодный, он сложнее зажигается, нежели когда электрод уже горячий. То есть вы зажгли, где-то пару секунд он горит, оторвали, вот это место будет красного цвета, оно будет раскаленное до красна. И тогда электрод зажигается моментально. Его даже не стучать, не чиркать не надо, его к металлу подносишь, он сразу загорается моментом. И вот можно рядышком железку положили, которая вам не нужна, на ней электрод зажгли, да. Когда он красный, уже переносим электрод на то место, которое нам надо сварить. Еще один момент, ребят. Обязательно вам надо научиться отличать металл от шлака. Как это делать? Вот когда вы научитесь отличать металл от шлака, вам будет очень просто варить научиться. Металл, он всегда светлый. Он такого цвета, как солнце. Вот примерно как солнце. Такого ярко-желтого цвета. И он всегда одного цвета. Когда он расплавлен, он всегда одного цвета. Он цвет не меняет. Ну, конечно, он бывает сильно светлый или менее светлый. Это зависит от силы тока, которую вы выставите. А так металл всегда одним цветом. Шлак, в отличие от металла, он всегда темный. И он, когда сварочную ванну вы видите, шлак начинает кипеть, там переливается разными цветами. Ну, как разными цветами? То есть он становится то черный, то коричневый, в темных оттенках. Но он всегда темный, в отличие от металла. Металл всегда светлый. И поэтому, чтобы у вас был шовчик ровный, все было проварено, вам надо следить за металлом, когда вы варите. Ведете электродик, следите за металлом. Шлак у вас будет вот так вокруг кипеть. Пускай он там кипит, шипит. Нам он не нужен. Нам нужен металл, потому что шов состоит из металла, а не из шлака. Многие начинающие сварные делают такие ошибки. Вот они варят, и вот шлаком все это заливается, и они думают, что они проварили. Когда отбивают шлак, весь шов в кратерах, в отверстиях. Вот это именно из-за этого, что не умеет отличать металл от шлака. В общем, ребятки, давайте сейчас настроим 2 пластиночки, поварим, посмотрим, что у нас выйдет. Ну вот, ребят, когда вы уже руку поднабили на железке, да, швы положили, у вас получается, тогда вы прихватываете 2 пластины, берете тоже толстые пластины, с тонкими пока не связывайтесь. Вот десяточки взяли 2 штучки. Прихватили, и чтобы был небольшой зазорчик. Зазорчик нужен для того, чтобы вам было хорошо видно сам стык, где вам ввести электрод, да? Вот с одной стороны вы прихватили, да? Потом мы ее переворачиваем и варим с другой стороны. Вот здесь электрод зажгли, и вот так вот его ведем. Если у вас электрод закончился, к примеру, посередине, да? Закончился электрод. Меняем электрод, и вот самый кончик шва молоточком шлачок оббили и начинаем варить. То есть, допустим, вот у вас, ребят, конец шва, да? Начинаем варить не отсюда, а вот немножко вот сюда заходим. Вот отсюда начинаем варить. Вот здесь зажгли электрод и пошли дальше варим. Надеюсь, я понятно объясняю. Если непонятно, пишите в комментариях, ребят, постараюсь всем ответить. В общем, давайте поварим. Смотрите, ребят, тут ничего размазывать не надо, вводить электрод влево-вправо не надо. Просто зажгли его и ведем. Все, больше от нас ничего не требуется. Нам надо сварить 2 пластины. Просто электрод держим, где нам надо. Он сам будет формировать шов. Никаких движений не делаем.
Вот, ребят, видите, вот примерно так должно у вас получаться. Шлак АК-46 отлетает очень хорошо. Вот видите, отличный и чудесный шовчик. Потом перевернули, ребят, и заварили точно так же с другой стороны. И вот так вот учимся. Если не получается, берем болгарочку, разрезаем эту пластину, варим еще раз, пока у вас не получится ровный, хорошо сформированный шовчик, ребят. Вот. Когда руку набьете, тогда уже можно переходить, пробовать тонкие металлы. Ребят, еще пару слов я вам скажу о том, как подобрать правильный ток. Там есть, конечно, всякие формулы, как высчитывать. Допустим, вот там диаметр электрода, какой у вас в зависимости, 3, 4, вы умножаете этот диаметр на 3, и примерно у вас высчитывается сила сварочного тока. Я бы вам не советовал вот это вот высчитывать, просчитывать, потому что все аппараты сейчас, они очень отличаются по настройкам. Допустим, на одном аппарате ставишь 80 ампер, варит нормально. На другом аппарате ставишь те же 80 ампер, варит совсем по-другому. Или мало тока, или много. У каждого аппарата свои индивидуальные настройки. Самый идеальный вариант, ребят, подобрать ток. Вот берем пластину, которая не нужна, да, ненужную. Зажигаем, да, а второй рукой, вот правой рукой тут электрод держим, он горит, а левой рукой вот у меня крутилочка, ток регулирует, да, и прибавляем или убавляем. И находим золотую середину, чтобы электрод сильно там не горело, не плескалось брызгами металла в разные стороны. И чтобы сильно слабый ток не был. Потому что будет сильно слабый ток, не будет провара, будет вот такой валик накладываться сильно большой. Он должен так ровно гореть, ровно потрескивать электрод. В общем, это надо почувствовать. Почувствовать самый нужный ток. В зависимости от того, какую толщину металла вы варите. Если металл тонкий, ставим току поменьше. Металл толстый, вот десятку, например, тут уже можно, не стесняясь, накручивать ток побольше, потому что он никогда не провалится, не прогорит. Вот я надеюсь, я вам был полезен, сказал то, что я знаю, то, что мне пришлось в своей жизни как бы самому этот весь путь пройти. Вот. Если вас что-то еще интересует, пишите в комментариях, не стесняйтесь, мы постараемся всем ответить. Вот. Потом в следующих видео мы еще разберем, как варить тонкий металл, вот эти профиля, самый распространенный металл, который используется в домашних условиях, на дачных участках. Сейчас я вам показал процесс, как надо обучаться, как надо научиться, чтобы вы, как бы без проблем взяли держак и варили электродом. Чтобы у вас все было ровно, рука не дрожала. Когда вы уже научитесь на толстом металле, тогда уже можно переходить на более тонкие металлы, ребят. Поэтому, ребятки, подписывайтесь обязательно на канал. Дальше будет еще интереснее, надеюсь. Надеюсь, и это вам тоже видео было интересно. Если нет, чем смог, тем, ребятки, как говорится, и помог. В общем, ребятки, подписывайтесь обязательно и до встречи в следующих видео. Всем пока!